Ребята, всем привет! Вот и пролетела весна, как один день, ждешь ее, ждешь, и наконец-таки наступило в саду лето. Мне написали в комментариях просьбу показать обзор хвойных растений в моем саду. И я решила показать вам именно с этого кипарисовика. Это кипарисовик нутканский. Много рассказывать не буду, у меня есть целевые видео и по кипарисовикам, и по елочкам, по можжевельникам. Просто покажу, пару слов скажу за каждое растение. Вот с этого кипарисовика на новом участке началось создание сада. Я увидела этот кипарисовик, проезжая по городу, не знала его названия, он мне так понравился. Я около года его искала, спрашивала здесь в садовых центрах и наконец-таки нашла. Этот кипарисовик растет 3 года. И вот за 3 года он уже так вырос и превратился в такого красавчика. Я его просто обожаю. Кипарисовик нутканский пендула, он уже очень хорошо укоренился и уже дает такие хорошие приросты. Он уже очень активно подрастает. Вот так сейчас нарядно выглядит. Сейчас перед вами кипарис аризонский фастигиата, еще его иногда называют аризоника. Я делала отдельное видео по кипарису. Если вам интересно, можете посмотреть, вспомнить. Показываю, как он прекрасно сейчас выглядит. Он тоже начал хорошо подрастать. Я его прищипнула, не стригла, а так по кончикам. И вот стала так хорошо загущаться веточка каждая. Красивый кипарис, шишечка еще на нем держится, держится крепко. Единственное, с какой ситуацией столкнулась, зимой был сильный ветер, и я его фиксировала. И, видимо, я ему немножечко поранила кору. И здесь он плакал, шла смола, и я его живицей замазала, все это остановила и сделала ему вот распорку на капроновую колготку. Такое вот народное средство для привязывания, очень удобно, если нет резинки, она его никогда не натрет. Показываю вам сейчас это туя зматлик, очень красивая карликовая туя, она сейчас очень нарядно смотрится, вот молодые приросты такие ярко-зеленого цвета, интересный такой рост хвои у нее. Вот здесь растут 2 туи, это туя Дегрут Спайр, это очень узкая туя, такие врата в сад, будут 2 тонкие высокие колонны. Вот посмотрите, красавица, хорошо обрастает, прирастает, зелененькая, вот уже она дает вверх рост. Красивая туя, коты чуть-чуть, правда, мне ее тут подпортили, но не без этого. В зарослях цветов здесь притаилась туя Саграда. Очень интересная туя. Вот она тоже прирастает. Красивая. Показывала зимой вам, они все были такие коричневые. Сейчас такие зеленые, нарядные. Это моя красавица, ель колючая Глаука глобоза, старожила моего сада. Яркая, нарядная, в любое время года красивая. Кипарисовик – это вообще отдельная любовь в моем саду. Вот перед вами кипарисовик тупой черемен туполистный. Я его пересадила, и он прекрасно отреагировал на пересадку. Вот такие у него веселые приросты. Смотрите, яркий цвет такой контрастный. Карликовый кипарисовик, очень интересный. А это моя гордость, моя любовь, мой можжевельник Минджулеп, бонсайчик из него, который я сама формирую. Вот он уже лохматый, ждет стрижку, скоро ее получит. Я его просто обожаю. Такое лицо сада. Часто мне задают вопросы, что это у вас. Это вот можжевельник Минджулеп, который я покупала вот таким маленьким, и за 6 лет вот где-то он превратился в такого красавца. А вот здесь, если уже показываю вам эту партерную зону сада, растет у меня туполистный кипарисовик Тедди Бир. Вот тоже красавчик вот такой вот. Интересный кипарисовичек, нравится мне. И вот за ним, часто ее показываю, в прошлом обзоре показывала, это японская криптомерия сорт Рассен. Вот красивая такая, спиральками, так вся крутится, растет. Очень ее люблю, гусениц потравила. Все с ней сейчас хорошо. А вот перед вами японская криптомерия Сирама, карликовая криптомерия с вот такими интересными сегментами хвои.
Крутится она как крестата, только карликовая. Вот так она сейчас нарядно выглядит с молодыми приростами. А за ней следом растет колонновидная сосна. Это сосна черная, Green Tower. Выпустила свои свечечки уже. Здесь будет такая темно-зеленая, красивая вертикаль. Перед вами криптомерия, японская криптомерия, шаровидная, сорт Глобоза Nano. Обожаю криптомерию, это один из любимых тоже видов хвойных в моем саду. Вот так нарядно сейчас выглядит. Японская криптомерия крестата, красавица, прекрасная. Вот смотрите, какие у нее приросты. Просто обалденная. Перед вами можжевельник Мэри чешуйчатый. Весной его посадила. Вот так сейчас выглядит. Уже его желтые приросты позеленели. А вот моя ясельная группа из кипарисовиков, которые будут мне тут такой живой изгородью. Очень люблю этот кипарисовик Erecta aurea. Вот такая расцветка у него сейчас. Он такой бирюзовый, уходит на лимонные такие края. Красивый очень кипарисовичек колонновидный. Рядом с ним его собрат будет по клумбе. Это кипарисовик Pemberry Blue. Тоже красивый, голубой, немножечко лохматенький такой кипарисовичек. Они все у меня тут в одном размере примерно. Я думаю, будет одинаковый у них темп роста. Здесь сейчас показываю вам кипарисовик Лавсона Алюми. Смотрите, какой красавчик, шишек выгнал. Такой малыш, а уже весь в шишечках будет. Очень нарядно сейчас смотрится. Такие яркие приросты, подвисает верхушечка. Прямо хорошо себя ведет, молодец. И рядом с ним кипарисовик Лавсона Колумнарис. Тоже хорошо прирастает. Вот уже как ладошка почти его прирост верхушечный. Такой стройный, голубой, красивый кипарисовик. Перед вами моя самая смешная елка в саду, вергата. Вот такая шкодная, вот такие у нее классные приросты уже. Мне так нравится ее цвет, такой зеленый-зеленый. И такие пышные, богатые веточки. Вот такая вот шкодная елка. Вот мой пушистый ежик, это моя коника. В саду 3 коники. И все прекрасно выглядят. Вот такие пушистые, мохнатенькие. Вот рядом с ней растет у меня можжевельник. Это Golden Carpet. Прекрасно пошел в рост. Вот он дает уже такие молодые приросты. Он мне должен тут все это мульчировать. Такой будет коврик. Весь вот он на ягодках. Можжевельник чешуйчатый Gold Tip. Очень сейчас нарядный, красивый. Приросты желтые. Вот он пошел уже в рост. Такие веточки дает. Он у меня тоже тут должен притенять корневую систему буку. Вот, цель у него такая. Ну и сам можжевельник мне очень нравится. И он тоже, посмотрите, весь в шишечках. Я даже не знала, что он столько шишечек дает. В этом году год, видимо, такой. Все мои можжевельники с шишечками. Здесь на переднем плане коника. Очень она хорошо приросла в этом году. Мне так она нравится, красивая. Сзади за ней Cupressa Ciparis Leyland Gold Rider. Подрастает, красивый, немножечко сейчас в тени. Уже начинает яркость свою терять. А здесь у меня туполистный кипарисовик Драхт. Вот посадила его сюда еще до того, как перголу построили. Ну, решила оставить, будет красиво здесь. Это мой любимый можжевельник в саду. Можжевельник китайский Кайзука. Очень красивый. Смотрите, какие у него смешные приросты. И смотрите, сколько на нем шишечек. Вот я уже говорила, какой-то шишечный год. Вот шишечки прошлогодние. А вот уже сколько он завязал. Мне так нравится, они такие нарядные. Зимой он стоит весь такой контрастный. Такой красавчик. Можжевельник скальный Springbank. Тоже на весь с приростами. Хорошо пошел. Это мой любимчик, гималайский кедр. Хорошо тоже подрос. Еще растет. Красивый очень у него цвет хвои, быстрорастущий кедр. Если забыли или интересно, есть видео по кедрам. А вот так грустно выглядит елочка
из элифастигиата, но вот она все равно дала молодые приросты верхушечные. Здесь вот начинают только. Я уже рассказывала в видео про елочки, что нам ее продали как контейнерную, а она была выкопанная из грунта, и корень был маленький. Вот она стрессует, я ее лечу. Так что, покупая хвойные, всегда доставайте и смотрите корневую систему. Как бушует и хорошо пошла в рост моя голубая елочка без названия. Я ее всю прищипнула, она хорошо, я уже вижу, закладывает почки. Ну, пока вот выращиваем. Красивая, цвет очень голубой, насыщенный. Пушистая такая елочка. А вот здесь внизу у меня растут пока 3 можжевельника Lime Glow. Очень красивые можжевельники. Еще планирую 2 посадить. Они вокруг будут здесь таким низким ковриком. Возле голубых елочек мне нравится сочетание голубая хвоя и лимонная. Здесь перед вами можжевельник Moon Glow скальный, очень голубой можжевельник. И вот она, елочка Snake Энгельмана. Смотрите, показывала вам в прошлый раз прирост. Прирост увеличивается. Она продолжает расти. Это ее верхушечная почка. Вот уже она насколько больше моей ладошки. Прекрасные приросты. И вот за ней следом елочка Энгельмана Bush Lace. Вот тоже красавица. Подрастает. Нравится мне. Здесь у меня 2 шаровидные туйки, мистер Боулинг Бол и вот желтенькая карликовая туя, и вся заложила, кстати, шишечку. Вот здесь у меня растет 2 кипарисовика Stardust, кипарисовик Лавсона. Быстро растущий кипарисовик. В прошлом году я его посадила маленькими такими саженцами, и вот он хорошо уже прирастает. А вот кипарисовик Филифера Нана. Тоже он хорошо уже начал подрастать. Такой взрыв на макаронной фабрике. Это моя пока единственная лиственница в саду. Лиственница японская Диана. Вот она у меня подгорает. Это первый опыт выращивания лиственницы на юге. Вот пока в раздумьях думаю, может быть, еще раз ее пересажу в более густую тень. Красивая лиственница, хочется ее сохранить. Вот, к слову, о шишечках. Посмотрите, сколько шишечек на виргинском можжевельнике. Можжевельник Grey Owl. Вот просто красавец. Я обожаю шишечки, всегда стараюсь брать именно те сорта, которые плодоносят вот такими красивыми ягодками. Вот такой вот он хорошо пошел в рост. Красивый, будет большой, длинный можжевельник. Сейчас вам показываю тоже один из моих самых любимых кипарисовиков. Это кипарисовик туполистный Fern Spray Gold. Так, вижу, веточка одна отсохла. Красавец. Сейчас вот у него тоже приросты молодые. Вообще туполистные кипарисовики моя слабость. Очень красивые. Такой нарядный. Тоже небольшой будет кипарисовик. Любит, кстати, полутень, как и все туполистные. Посмотрите, что происходит с сосной, какие у нее приросты. Вот и она еще продолжает расти, между прочим. Вот, ой, колючая какая. Вот моя ладошка. И вот ее прирост. Я не знаю, когда она остановится. Такая будет, видимо, очень большая сосна. Запах, кстати, сейчас я трогаю, стоит просто волшебный. Такая красотка лохматая. Здесь моя хвойная группа. На переднем плане можжевельник Blue Chip. Это почвопокровный можжевельник. Вот хорошо пополз уже. За ним у меня Туя Мария. Будет желтая вертикаль. Вот перед вами еще плосковиточник. Он тоже очень активно прирастает. Не могу сказать, что это медленно растущее растение. За ним Маффит Блю, можжевельник скальный. Тоже я смотрю, что он в шишечках.
завязал шишечки в этом году. Очень красивый у него голубой цвет. И зеленая туя, это местный такой подвид, кубанский изумруд. Зеленая вертикаль. Вот такая хвойная группа. Моя малышка Акракона, я писала, что она у меня сгорала. И вот пересадила ее, перенесла она хорошо пересадку, в молодые приросты. Ну вот веточки некоторые все равно подгоревшие. Кое-где еще продолжает распускать почечки. Вот такая вот ясельная группа из моих елочек. Здесь, в этой хвойной группе, у меня еще растет очень интересный можжевельник. Это можжевельник обыкновенный, Хорцман. Если его не формировать, то никто не знает, как он вырастет. Может какое-то лесное косматое чудище напоминать, такой вот шкодный можжевельник. Он у меня пока на 3 стволах. Один я зафиксировала, остальные пустила в вольное плавание. Вот буду наблюдать, что из него будет получаться. Хвойные растения – это моя особая любовь. Очень люблю, и зимой, и летом нарядные в саду стоят. Малышей в этот обзор не включала. Буду показывать их так, по факту, в следующих обзорах и прогулках по саду. На этом сегодня с вами прощаюсь и до встречи в саду.